смотрите первый раз, меня зовут Яна, я из Ташкента, но сейчас я живу в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Последнее мое видео было 2 недели назад, что-то как-то руки не доходили что-то снять, и я показывала город после того, как праздновали аргентинцы победу в чемпионате мира по футболу. Ну, сейчас уже все в порядке, хочу показать, как все привели в порядок. Граффити на обелиске закрасили, если видно, то там вот такой слой краски немного отличается, потому что, наверное, та краска уже высохла, выгорела на солнце точнее, а новая краска пока отличается по цвету. Люди туда забирались, взломали дверь на обелиске, прямо вот оттуда самой высокой точки махали флагами. Ну, опять же, сейчас восстановили забор, ограждение, и все сейчас в порядке, как было раньше. И спиной раньше это были зеленые такие буквы, то есть на них прям росла зелень, было очень красиво. Но опять же, когда праздновали победу, на них начали залазить, и, в принципе, они сильно пострадали. Тоже можете посмотреть в моем предыдущем видео. Пока нашли власти вот такое решение. Сейчас поближе покажу. У туристов эти буквы пользуются большой популярностью. Мальчик такой фоткается. Вот они. Здесь видны и буквы, и обелиск сразу. Ну, в общем, вот так вот их пока покрасили просто. Но такая сеточка, мне кажется, что, скорее всего, все-таки посадят сюда еще тоже насаждения, и они опять будут зелеными. Но это не точно, потому что это выглядит как краска. И вот здесь тоже все фотографируются со всех сторон. А это похоже на велотур, кстати. Вот ребята стоят в шлемах на велосипедах. Будут им показывать город. Позже здесь как вытоптали, так и они остались. Пока еще тоже ничего не сажали. Такая земля сухая прям. Видно, что лето. Вот. Классный такой спортивный тур. Все на спорте, на велосипедах. Жара, хорошо, не знаю. Наверное, если ты спортивный человек, то жара такая не страшна. Хотя зависит от спорта, от вида спорта. Езжают автобусы туристические. Прямо, пожалуйста, обелиск. И отсюда автобусы. Мы на них не катались, не знаю почему, но можно спросить, сколько стоит. Хотя я знаю, сколько стоит. Кажется, 8000 песо стоит, если ты не резидент Аргентины. Я пытаюсь рассмотреть, какие там языки. Точно есть английский, испанский, португальский, немецкий, китайский даже есть, там итальянский. Рядом с тем автобусом стоит другой. Попов. Красные автобусы знаменитые. Они, кажется, во всем мире есть. Кстати, а у них я не знаю, сколько стоит. Интересно, они на каких языках? Это их языки. Здесь есть на русском даже экскурсия. Испанский, английский, португальский, итальянский. Это, я не знаю, японский, что ли? Немецкий, китайский, французский и русский языки. Сразу видно, что в Аргентине вот эта желтая пачка, это маты стоит. То есть водитель, скорее всего, пьет маты. Ну или кто-то из сотрудников. Сразу видно, что это в Аргентине. Здесь книги продают по 250 песо всего, использованные. Такое атмосферное кафе. 50 лет уже работают, написано так, по крайней мере. Атмосферные улочки такие в центре города. Кафешки всякие такие классные. Прям чисто аргентинские. Там еще обычно музыку ставят такую старую. Танго и так далее. Магазинчики тоже. Классно. Центр города такой. Тут есть и хорошие места, есть и плохие. В принципе, как и во всем городе. Наверное, как везде. Киоск, там мороженое, скорее всего. И столики. Можно что-то купить в киоске и, пожалуйста, сидишь, ешь мороженое. После этого здания очень часто бывают протесты, почти каждый день, но сейчас отпуска у многих. У большинства аргентинцев либо в январе, либо в феврале отпуск. Там стоят баррикады по этому поводу, но пока здание не занято протестами, там, я смотрю, уже организовали такой магазинчик, продают футболки. Стоячие места для нарушителей закона.
И здесь всегда много полиции возле этого здания, так что здесь, в принципе, всегда спокойно. Ну, не считая митингов, которых сегодня, наверное, не будет. Идешь вот по таким тротуарам возле домов, тут часто что-то капает, кондиционеры капают. Поэтому Панама защищает не только от солнца, но и от всяких капель нежелательных, по крайней мере, лицо хотя бы. Чем мы занимаемся большую часть своего времени здесь, в Буэнос-Айресе? Мы открыли свою небольшую мастерскую. Мы здесь шьем изделия из кожи. Пока еще у нас все только начинается, все только развивается, еще пока ничего не понятно, но все-таки мы пытаемся. Мы сшили вот такую модель рюкзака. Очень классная кожа, хорошая. Цвет тоже интересный. Сейчас вот у меня на раскройке, я раскраиваю. Муж шьет. Вот. Сейчас пока у нас новая модель на раскройке. Еще не знаем, что из этого получится, но должен получиться красивый и большой рюкзак, с которым можно ездить и в путешествия небольшие, и также там просто выходить куда-то с ноутбуком, поработать в кафе. Все кожаные части я уже раскроила в прошлый раз, когда мы здесь были на работе. То есть сегодня уже понедельник, а мы были здесь в пятницу, по-моему, последний раз. Сейчас мне нужно раскроить подклад для рюкзака. На подклад мы используем тоже 100% хлопок. Нашу мастерскую я запишу еще отдельное видео, потому что тут так в двух словах все не расскажешь. Покажу все наши процессы, как мы шьем, что мы шьем. Сейчас пока у нас одна модель рюкзака, вот уже в разработке другая. Ну, также будут маленькие аксессуары, кошельки, обложки на паспорт там, и так далее. Вот, но опять же нужно отдельно снимать, потому что когда что-то делаешь и снимаешь, это занимает раза в 2 больше времени, поэтому оставлю это на другой раз. А сейчас самая моя любимая часть дня. Мы идем обедать. Идем обедать в одно замечательное кафе. Называется оно «Стокгольм». Здесь у них меню стоит на улице, можно посмотреть. И вот они, пожалуйста, начинаются сразу. Да, готовые тарты. Понадобится. За этот столик, он уже нам принесен. Сейчас здесь тоже посмотрим меню, что-то выберем. Пока ждешь еду, приносят вот такой хлеб с сыром, крем-сыр. Неплохой такой, интересный. На сюзьму немного похож. Вот, я заказала себе такой тарт. Здесь получается кабачок и сыр. Вот Азиз заказал пасту. Попробуем вместе, первый раз у них этот тарт взяла. До этого мы уже у них много всего попробовали. В принципе, готовят хорошо. Но что-то кажется, в этот раз мы промахнулись с заказом. Ну, неплохо, просто кабачок и сыр. И немножко теста. Еще вкуснее можно взять вот этот сыр. Он немного такой кисловатый. Это крем-сыр. Похож чуть-чуть на сметану. Что-то напоминает. Так намного вкуснее. Тут как не придем сюда, показывают трансляцию суда. Одно очень громкое дело идет. И вот прям постоянно по телевидению, может это определенный канал или по другим каналам тоже идет трансляция, что происходит в суде. Там очень большая несправедливость произошла. Я считаю, что это в этом есть что-то хорошее, чтобы другие знали, что ты потом так будешь транслироваться на всю страну, все будут знать твое лицо, если ты сделал что-то ужасное. Этот тарт, который я сейчас ела, он стоил всего 600 песо, то есть это даже меньше $2. А общий счет на двоих у нас вышел около $6, 2000 песо. Вот, так что цены очень приятные, особенно когда ходишь часто. Вот такие бюджетные заведения спасают. И еще у них вкусно и не жирно. Поэтому нет никакой тяжести после еды, там не переедаешь, нормальные порции адекватные.
Приехали в магазин коробок искать уже упаковку под наши рюкзаки, но здесь, оказывается, нет такого размера, который нам нужен. Более маленькие, но в целом симпатичные. Пока это, наверное, самое лучшее качество, что мы здесь видели, коробок. Есть прям такие обычные, не очень красивые. Будем продолжать искать. Вот на очередном магазине фото воров. Вот, вы хотели, если когда-то увидеть, как здесь выглядят преступники. Это вот примерно так же, как и все остальные люди. И в этом районе, в одном из Airbnb, здесь уже такое все знакомое. Много где мы здесь жили, в Буэнос-Айресе. Здесь рядом прачечная. Такое все. Ну, хотя район мне этот не очень нравился, потому что он какой-то неуютный, что ли. Мне нравилось в этом районе, это вот этот овощной магазин, а именно кукуруза. Она здесь очень вкусная всегда продавалась. 2 штуки на 200 песо. Ну, раньше, кстати, за такую цену была очищенная уже кукуруза. Это подъезд того Airbnb, в котором мы жили. Вполне себе нормальный район. Вот Сармиенто, Айакучу. Необычно для Буэнос-Айреса. Обычно бездомные здесь не ставят палатки. Может, в кемпинге, я не знаю, мало ли. Сегодня у нас 9 января. Это означает, что у нас в южном полушарии здесь середина лета уже. И вообще я у местных спрашивала, как будет летом, какая вообще погода. Мне многие говорили, что будет очень жарко, вообще невозможно на улице находиться. Но для меня, например, вполне себе нормально. Сегодня, хотя мы стараемся днем особо никуда не ходить. Сегодня такое исключение. Обычно, если куда-то нужно, то утром или вечером, чтобы не мотаться по солнцу. Нормально, потому что здесь очень много тени от домов, деревья тоже есть. Вот. И сегодня, например, плюс 29, то есть не скажу, что прям здесь сильно жарко. Но на открытом солнце, конечно, лучше не находиться. Вернулись опять в офис, нужно докроить мне то, что нужно докроить. И, в принципе, все, на сегодня мы свободны. На самом деле, очень много времени занимают вот такие мелочи, как найти коробки, там, молнии, всякие бытовые вещи для мастерской. Занимают очень много времени и сил. Именно так и проходят наши дни. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь обязательно на канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.